Ребята, всем привет! Добро пожаловать на новое видео Russian Progress, проект для изучения русского языка натуральным способом. Как вы заметили, те, кто давно смотрит канал, я вернулся в историческое просто место, откуда я начинал записывать видео. Это Новосибирск. Еще в 2018 году я вот здесь вот садился, и первые, наверное, 20 или 30 видео я записал здесь. И это значит, что я вернулся из своего путешествия на Кавказ. Я там был где-то неделю, посетил основные города. И об этом я, конечно, запишу большой выпуск подкаста. Много там снимал, много покажу вам. Но сегодня я решил записать такой легкий небольшой видос, в котором расскажу вам о 5 фразах, которые носители русского языка постоянно используют. И сразу хочу сказать, что к этому выпуску будет полный перевод на Патреоне, также будет полная транскрипция, ну и дополнительный подкаст. Так что, если вы хотите поддержать этот проект и получить полезные материалы, то обязательно заходите на Patreon, ссылка будет тут и в описании. А мы начинаем. Итак, первая фраза, которую постоянно используют носители, это «как тебе?», «как тебе?». И по-английски это было бы did you like it? То есть мы не говорим полностью тебе понравилось. Ну, конечно, мы можем и так сказать, но часто мы просто говорим как тебе. Вот, например, я съездил на Кавказ, и вы можете спросить: Артем, как тебе? Ну, как тебе? Расскажи. Тебе понравилось? Как тебе? И русский язык, он на самом деле во многих отношениях очень сложный, но вот что касается слов, мне кажется, количество слов, мне кажется, что русский проще, чем тот же английский или другой язык, потому что у нас меньше вот этих вот всяких мелких функциональных слов, типа артиклей, ну, у нас нет артиклей вообще. И вот «как тебе?» — это тот самый случай. То есть, если вы хотите спросить, понравилось что-то человеку или нет, просто спросите «как тебе?» и «как тебе?». Вот, это первое. Второе — это «будешь?». «Будешь?». «Будешь?» — это вопрос, и дословно это переводится как «will you?». И это, наверное, не имеет никакого смысла, если вот так вот дословно перевести. Но мы используем это слово, этот вопрос мы задаем, когда мы предлагаем какую-то еду. Типа мы сидим за столом и, не знаю, там я открываю печенье и говорю «будешь?». «Будешь?». То есть здесь полная фраза «будешь это есть?». «Будешь это есть?». Но мы убираем это есть и говорим просто «будешь?». Вот. Если вы услышите это в каком-то фильме или сериале, то, ну, возможно, вы поймете по контексту, но вот хочу вам еще напомнить и подчеркнуть, что русский, он очень простой. Всего лишь одним словом мы передаем такую концепцию, как «хочешь ли ты это есть?». Вот. Третья фраза — это «не говори», «не говори». И тут вы можете подумать, что когда вам носитель русского языка говорит «не говори», это значит, что надо не говорить, что вы что-то не то сказали или что-то вроде того. Просто я в Инстаграме часто, когда мне что-то пишут, там какие-то истории, я отвечаю «не говори», и мне такие «что, почему, я ошибся или что?». И прикол здесь в том, что «не говори» означает «я согласен с тобой». Я согласен с тобой. То есть я настолько с тобой согласен, что тебе даже не стоит об этом говорить. То есть это, ну, очевидно, это понятно. Ну, например, не знаю, я снимаю историю в Инстаграме и показываю горы снега, и мне кто-нибудь пишет, типа, как же задолбала эта зима, как надоела эта зима. Я пишу, не говори. Не говори, это значит, да, я с тобой согласен на 100%, поэтому тебе даже не надо об этом говорить. Вот. Так что используйте. Если вы с кем-то согласны, вы можете написать просто «не говори». Часто используется именно когда мы жалуемся, когда мы говорим о чем-то, что нам не нравится, и ты хочешь поддержать человека, ты типа «да, я согласен», «I feel your pain», да, по-английски. То есть не говори, не говори. Ну и похожая фраза — это не то слово, тоже, когда я отвечаю, иностранцы обычно такие не то слово, а какое слово, то есть надо было другое слово использовать. Не то слово — это тоже используется, когда мы согласны с человеком, но мы гиперболизируем, то есть мы еще увеличиваем то, что он сказал. Типа,
в России, наверное, холодно, мне пишут. Я говорю, не то слово, не то слово. То есть не холодно, а пиздец как холодно. Вот. Кстати, видео про маты все собираюсь записать. Самые смешные, забавные маты в русском языке, и я его опубликую на Патреоне, потому что я не хочу, чтобы это видео увидела моя бабушка. На Патреоне ее нет, так что вот оно будет на Патреоне. Не то слово, используйте не то слово, когда вы хотите, опять же, согласиться с человеком и увеличить еще вот это вот, то слово, которое он сказал. Ну и последняя фраза на сегодня — это «если что». «Если что» — очень полезная фраза, на мой взгляд. Мы ее используем, когда... Приведу вам пример. Вы устраиваете вечеринку и зовете своего друга. Он говорит, слушай, я работаю допоздна, ну, если получится у меня пораньше освободиться, то я обязательно приеду. И вы отвечаете, окей, если что, пиши. Если что, пиши. Если что, это значит, если у тебя получится это сделать, пиши. Но мы говорим просто «если что». Второй пример. К примеру, я снова решил отдохнуть от Инстаграма и говорю, типа, ребята, я ухожу на месяц из Инстаграма, если что, пишите мне на почту. Если что, пишите мне на почту. Если я вам буду нужен, пишите мне на почту. И вот эту долгую фразу мы заменяем «если что». Если что, пишите мне на почту. То есть, in case of emergency, я не знаю, как это по-английски, пишите мне на почту. Так что вот, сегодня это все фразы, о которых я хотел вам рассказать. Для того, чтобы вообще узнавать эти фразы и учить их естественным образом, смотрите видео, слушайте подкасты на русском языке и переводите все, что вы не знаете, если вы сомневаетесь, что это точный перевод, потому что Google переводит дословно хорошо, но часто он не переводит вот эти вот все фразы, то есть if, what он бы перевел, да? Поэтому, если сомневаетесь, вбивайте в форумах, спрашивайте, что это означает. В общем, изучайте русский язык, и спасибо, что смотрите. Спасибо за поддержку всем спонсорам на Патреоне и на Ютубе. А мы с вами увидимся в следующем выпуске подкаста про путешествие на Кавказ. До встречи. Пока.